Его называли «ледяным человеком», хладнокровным киллером, который не оставлял следов. Ричард Куклинский, один из самых опасных преступников в истории США, за свою жизнь, по разным оценкам, совершил более 100 убийств. Его методы были жестокими и изощренными, от использования цианида до замораживания жертв, чтобы сбить с толку криминалистов. Но что превратило обычного парня из Нью-Джерси в безжалостного мафиози? Ответ кроется в его детстве, полном боли и насилия. В этом материале вы узнаете, как семья и ранние годы сформировали личность человека, которого боялась даже мафия. Личная жизнь. Ричард Куклинский появился на свет 11 ноября 1935 в квартире на 4-й улице в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Он был вторым из 4 детей в семье Стэнли Куклински, польского иммигранта, и Анны Сесилии Макнелли, ирландки по происхождению. Стэнли, родившийся в 1906-м, работал стрелочником на железной дороге, а Анна, родившаяся в 1911-м, была набожной католичкой и работала на мясокомбинате. По воспоминаниям Ричарда, его отец отличался жестокостью и алкоголизмом, регулярно избивая детей и жену. Ричард позже рассказывал: «Я ненавидел его. Я мечтал, что однажды убью его». Стэнли покинул семью, когда Ричарду было всего несколько лет, но иногда возвращался, и эти возвращения обычно приносили новые страдания. В 40-м старший брат Ричарда, 7-летний Флориан, погиб в результате побоев, а родители скрыли правду, выдав это за несчастный случай. Младший брат Джозеф впоследствии был осужден за тяжкие преступления, на что Ричард ответил: «Мы от одного отца». Анна также проявляла жестокость, избивая Ричарда различными предметами домашнего обихода. Он вспоминал, как в юности она пыталась убить его отца кухонным ножом. Анна была строгой католичкой и считала, что дисциплина должна сочетаться с религиозным воспитанием, что привело к тому, что Ричард стал служить алтарником. Позже он отверг католицизм и высказывался о матери крайне негативно. Семья и дети Ричарда Куклинские. Ричард был женат на Линде, с которой у него родились 2 сыновей – Ричард-младший и Дэвид. Позже он познакомился с Барбарой Педричи, с которой женился в сентябре 61-го после развода с Линдой. У Ричарда и Барбары родились 2 дочери – Мэрик и Кристин, а также сын Дуэйн. Соседи и семья Куклински в Дюмонте не подозревали о его преступной деятельности и считали его успешным бизнесменом. Барбара описывала его как оптового дистрибьютора и догадывалась о возможном источнике его доходов, однако никогда не высказывала своих опасений, придерживаясь правила не задавать вопросов. Они развелись в 1993-м, когда Ричард уже находился в тюрьме, и Барбара объяснила развод финансовыми трудностями. Несмотря на это, она продолжала навещать его в тюрьме, хотя бы раз в год. Первое убийство и побег. В 1946-м, в возрасте 11 лет, Ричард совершил первое убийство. Жертвой стал Чарли, мальчик из соседнего двора, который издевался над ним. Куклинский заманил его в заброшенное здание, избил до потери сознания, а затем забил до смерти палкой. Тело он спрятал в канализации. Позже он признался: «Я не чувствовал ничего, просто решил, что он больше не будет меня трогать». В 13 лет Ричард окончательно сбежал из семьи. Он ночевал в подворотнях, воровал еду и одежду. Чтобы выжить, начал подделывать документы и продавать фальшивые билеты в кино. Уже тогда он освоил навыки манипуляции, притворялся сиротой, вызывая жалость у прохожих. Формирование личности. Детские травмы оставили глубокий след. Ричард почти не учился в школе, не имел друзей, а агрессия стала его защитным механизмом. Позже психологи предположили, что он страдал от диссоциативного расстройства, что объясняло его эмоциональную холодность. Сам Куклинский говорил: «Я научился не чувствовать боли, ни своей, ни чужой». К 16 он связался с уличными бандами. Начал с мелких краж, но быстро перешел к рэкетирству и грабежам. Однажды, защищая свою территорию, он чуть не зарезал конкурента ножом. Это привлекло внимание местных криминальных авторитетов, которые разглядели в нем потенциал исполнителя. Ранние годы Ричарда Куклински стали фундаментом для его трансформации в одного из самых безжалостных убийц в истории. Как он сам позже заявил: «Если бы не мое детство, я бы, может, стал пожарным. Но меня научили только одному — убивать». Начало криминальной карьеры. Ричард Куклинский официально вошел в преступный мир в 1950-х, начав с мелких поручений для уличных банд Нью-Джерси и Нью-Йорка. Его хладнокровие, умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и отсутствие моральных барьеров быстро привлекли внимание организованной преступности. Ключевой фигурой в его карьере стал Рой Де Мео.
Влиятельный член мафиозной семьи Гамбино, возглавлявший печально известную экипаж Мёрфи. Демео искал исполнителей, которые могли выполнять заказы без эмоций и следов. Куклинский идеально подходил на эту роль. Первым заданием для Ричарда стало устранение Доминика Большого Трима Нафалито, гангстера, задолжавшего крупную сумму. Ричард заманил его в ловушку, застрелил, а тело растворил в кислоте. Этот метод позже стал его визитной карточкой. Клиенты и оплата. Куклинский работал не только на мафию. Среди его заказчиков были бизнесмены, желавшие устранить конкурентов, ростовщики, требующие разобраться с должниками. Даже политики, скрывающие компромат, по некоторым данным, пользовались его услугами. За одно убийство он брал от 25 до 50 тысяч долларов, по современным меркам около 200 тысяч долларов. Деньги тратил на семью, стараясь обеспечить жене и детям нормальную жизнь, которой не было у него. Репутация в преступном мире. Его боялись даже мафиози. Куклинский нарушал неписанные правила. Он убивал женщин и детей, если того требовал заказ. Не признавал авторитетов. Однажды пригрозил главарю семьи Де Кавальканте за неуважение. Работал в одиночку, не доверяя подельникам. Внешне Ричард тоже мало чем отличался от ледяного человека из мифов. Рой Демео называл его Гулливером за гигантский рост почти 6,5 футов и немалую физическую силу. Но позже дистанцировался из-за непредсказуемости Куклински. Несмотря на жестокость, Ричард тщательно разделял работу и личную жизнь. В интервью он говорил: «Я не испытывал ненависти к жертвам. Для меня это был бизнес. Дома я был другим человеком. Играл с детьми, ходил в церковь». Психиатры считают, что его способность к диссоциации, отделению эмоций от действий сформировалась как защита от детских травм. Методы убийств. Ричард Куклинский прославился не только количеством жертв, но и изощренными методами устранения, которые делали его почти неуловимым. Его подход к убийствам был продуман до мелочей, что позволяло десятилетиями избегать правосудия. Куклинский считал себя художником и совершенствовал способы убийств, чтобы избежать шаблонов. Его уникальным ноу-хау было замораживание тел перед сбросом в реку. Он замораживал тела жертв в промышленных морозильниках на несколько дней или недель. Это искажало время смерти, затрудняя работу судмедэкспертов. Например, тело Луи Масагеи, члена мафии, он хранил в морозилке 2 года, а затем выбросил в реку, чтобы замести следы. Также для уничтожения тел использовал гидрохлоридную кислоту, растворяя останки в металлических бачках. Так он избавился от десятков жертв, включая гангстера Джона Смита, который пытался шантажировать семью Гамбино. Чтобы имитировать естественную смерть, бил жертв заточенным прутом в область сердца. После такого удара оставалась крошечная ранка, которую легко спутать с последствиями инфаркта. Таким способом он убил Роберта Пруденсио, бизнесмена из Нью-Йорка. Подмешивал яд в еду или напитки. Одной из жертв стал Пол Ротштейн, владелец ночного клуба, отказавшийся платить дань мафии. Смерть выглядела как отравление некачественным алкоголем. Использовал пистолеты с самодельными глушителями для бесшумных убийств. Например, ликвидировал Фрэнка Де Лука, свидетеля по делу о рэкете, в переулке за рестораном. Были и инновации в сокрытии преступлений. Фальшивые алиби. Куклинский специально появлялся на публике во время убийств, чтобы создать впечатление невиновности. Смена транспорта. Никогда не использовал одну и ту же машину дважды для перевозки тел. Работа в чистой зоне, убивал жертв в безлюдных местах, таких как склады или леса, где не было камер и свидетелей. Психологические приемы. Куклинский мастерски манипулировал жертвами, притворялся продавцом порнографии или агентством знакомств, чтобы заманить жертву в ловушку. Использовал ложные сделки, предлагал выгодные контракты, а затем убивал. Играл на жадности. Однажды убедил наркодилера Эдди Марино прийти на встречу, пообещав партию кокаина по низкой цене. Провалы и риски. Несмотря на осторожность, несколько раз он едва не попался. В 1982-м тело Дэнни Депполы вынесло на берег реки Гудзон до полного разложения. Полиция начала расследование, но доказательств против Куклински не нашла. В 1984-м он случайно оставил отпечаток пальца на бочке с кислотой, но криминалисты не смогли идентифицировать его из-за повреждения кожи химикатами. Убийство на это ремесло. Нужно знать, как сделать это чисто, быстро и без эмоций. «Я был профессионалом», — говорил про себя Куклинский. Методы Ричарда Куклински сделали его кошмаром для правоохранительных органов. Даже после ареста в 1986-м многие эпизоды так и остались нераскрытыми из-за отсутствия улик. Его наследие — это урок того, как хладнокровие и изобретательность могут годами ставить преступника выше закона. Связи с мафией. Ричард Куклинский стал ключевым инструментом для нескольких мафиозных семей США, но его отношения с организованной преступностью были сложными и полными противоречий. Его сотрудничество с мафией обеспечило ему защиту, ресурсы и высокооплачиваемые заказы, но в конечном итоге привело к изоляции. Семья Гамбино.
Рой Демео, глава печально известной банды «Экипаж Мёрфи», стал главным покровителем Куклински. Ричард выполнял для него грязную работу, устранял конкурентов, свидетелей и должников. Таким стал Джимми Макдональд, торговец оружием, который пытался шантажировать Демео. Тело его растворили в кислоте. Куклински получал заказы через посредников, никогда не встречаясь с боссами лично. Семья Де Кавальканте. Ричард работал на Джованни Риго, одного из лидеров семьи. Занимался ликвидацией ренегатов и слишком болтливых партнеров. Но в 1982 году отказался убить члена семьи, заподозренного в сотрудничестве с ФБР, заявив: «Я не судья. Дайте доказательства». Семья Лукезе, одна из 5 семей нью-йоркской мафии, не была основным работодателем Ричарда Куклински, но их сотрудничество носило эпизодический и прагматичный характер. Его привлекали для ликвидации проблемных фигур, связанных с семьей Лукезе. В отличие от тесных связей с семьей Гамбино, взаимодействие с Лукезе оставалось в тени. Куклински избегал публичных связей с мафией. Даже его псевдоним «Ледяной человек» знали единицы. Он занимался только убийствами, отказываясь от наркоторговли, рэкета или краж. В интервью он пояснял: «Я не спрашивал, кто заказчик. Если платили, делал. Лукезе, Гамбино. Для меня это были просто названия». Конфликты с мафией. Однажды Демео приказал ликвидировать детектива, расследовавшего дела семьи Гамбино. Куклински отказался. Коп — это красная линия, их трогать нельзя. Это стало началом конца их сотрудничества. После отказа Куклински Демео начал видеть в нем угрозу. Вскоре Роя убили свои же люди, а Ричард потерял крышу. К 85-му мафия перестала ему доверять. Его последний заказ, убийство Сальваторе Тоторины, был провокацией. Куклински выполнил его, но понял, что стал расходным материалом. Операция ФБР «Ледяной человек». Ричард Куклински был арестован 17 декабря 1986 в результате масштабной операции ФБР, длившейся более года. Его поимка стала возможным благодаря работе агента Доминика Полифроне, внедрившегося в преступный мир под прикрытием. Полифроне представился торговцем оружием и предложил Ричарду контракт на убийство вымышленного бизнесмена. Встречи записывались на скрытые камеры и микрофоны. На одной из них Куклински подробно описал свои преступления. ФБР использовало данные из его подпольной лаборатории, где хранились оружие, яды и инструменты для сокрытия тел. Видеозаписи. Куклински обсуждал детали убийств, включая использование цианида и кислоты. Свидетельства бывших подельников-то, например, партнера по подделке документов, который согласился сотрудничать со следствием. Вещественные улики: в его гараже нашли бочки с остатками кислоты и замороженную одежду жертв. Суд и приговор. Его обвинили в 5 доказанных убийств, включая убийство Дэнни Деппола и Гэри Смита, хранение оружия, подделка документов. Куклински отрицал все обвинения, называя их выдумкой ФБР. Прокуратура представила 150 часов записей и 27 показаний свидетелей. Его адвокаты пытались доказать, что признания были получены под давлением, но суд отклонил это. Приговор объявили в 88-м: 2 пожизненных срока без права на условно-досрочное освобождение. Жизнь в тюрьме. Трентонская тюрьма в Нью-Джерси. Куклински содержался в одиночной камере из-за угроз со стороны других заключенных. В 1992 он дал серию скандальных интервью документалисту Энтони Бруно, где признался более чем 100 убийствах. Рассказал о методах работы мафии, но многие факты остались неподтвержденными. Для мафии арест Куклински стал ударом по семьям Гамбино и Де Кавальканте. Многие его клиенты были арестованы благодаря его показаниям. Для ФБР операция стала эталоном работы под прикрытием. Полифроне получил награду за разрушение мифа о неуязвимости наемных убийц. Цитата Куклински из тюрьмы: «Они думают, что победили, но я все равно выиграл. Прожил жизнь так, как хотел, а они просто пешки в чужой игре». Арест Ричарда Куклински положил конец его 30-летней карьере убийцы, но оставил больше вопросов, чем ответов. Даже за решеткой он оставался загадкой, балансируя между правдой и вымыслом. Его дело до сих пор изучают криминалисты и психологи, пытаясь понять, как ледяной человек смог так долго обманывать систему. Последней его цитатой в интервью было: «Я не жалею ни о чем. Если бы мне дали второй шанс, я бы сделал все то же самое. Просто стал бы осторожнее». Смерть ледяного человека. В октябре 2005-го, после почти 18 лет, проведенных в тюрьме, у Куклински диагностировали болезнь Кавасаки. Его перевели в охраняемое отделение медицинского центра Святого Франциска в Трентоне, штат Нью-Джерси. Хотя он попросил врачей сделать все возможное, чтобы оживить его в случае остановки сердца и дыхания, его бывшая жена Барбара подписала приказ о нереанимации. За неделю до его смерти из больницы позвонили Барбаре и спросили, не хочет ли она отозвать распоряжение, но она отказалась. Куклински умер 5 марта 2006 года
года в возрасте 70 лет. По просьбе семьи куклинский судмедэксперт Майкл Баден изучил протокол вскрытия. Баден подтвердил, что Куклинский умер от остановки сердца и страдал от болезни сердца и флебита. Жена Барбара после ареста отказалась верить в его преступление, но позже признала: он был монстром, но для нас любящим отцом. Затем она сменила фамилию и уехала в неизвестном направлении. Мэрик публично осудила отца, написала мемуары «Daddy's Little Secret», а Кристал Саханян сохранила нейтралитет, заявив: «Он дал нам детство, о котором многие мечтают, но цена была слишком высокой». Ричард Куклинский ушел из жизни, оставив после себя не только шлейф преступлений, но и культурный след, превративший его в мифологическую фигуру. Его история продолжает будоражить общество, балансируя между ужасом и макабрическим восхищением. Куклинский стал героем массовой культуры, вдохновив писателей, режиссеров и музыкантов. Были сняты фильмы «Ледяной человек. Исповедь убийцы», документальный фильм с его тюремными интервью, «The Iceman», художественный фильм с Майклом Шином в роли Ричарда, упоминание в сериале «Клан Сопрано» как пример идеального киллера. В книгах «The Iceman. The True Story of a Cold-Blooded Killer» основано на интервью с Куклински. «Методы ледяного человека», криминальный анализ его тактик, изданный ФБР для обучения агентов. Его образ даже используется в песнях рэперов, например, Eminem в треке 3 AM. В Dark Web его называют крестным отцом наемных убийц. Память и споры. У Куклинского остаются фанаты и по сей день. На могилу, место захоронения праха неизвестно, периодически приносят цветы и записки с благодарностями за вдохновение. Общественные активисты осуждают романтизацию его образа, называя это прославлением насилия. Ричард Куклинский остался в истории как символ хладнокровного зла. Его жизнь — это напоминание о том, как травмы детства, отсутствие эмпатии и системные пробелы в правосудии могут породить монстра. Даже после смерти он продолжает делиться на тех, кто видит в нем чудовище, и тех, кто — легенду. История Ричарда Куклински — это смесь фактов и вымысла. Он оставил после себя больше вопросов, чем ответов. Сколько людей он убил на самом деле? Был ли он психопатом или продуктом среды? Ясно одно: ледяной человек навсегда останется символом безжалостности и тайн преступного мира.